Просто великолепное аниме с закатывающими битвами, завораживающим сюжетом и безумным вниманием к деталям. Это аниме также является источником вдохновения для многих, включая известную группу Not Down, которая использовала его эстетику при создании своего клипа на песню Ex-Boyfriend. Даже Квентин Тарантино рекомендовал своим актерам ознакомиться с этим шедевром перед съемками фильма «Убить Билла». Короче говоря, это аниме, которое точно не оставит никого равнодушным. Приветствую всех, это я, Крейс, и сегодня я расскажу об аниме Акита, или как на русском перевели, Кай, девочка-убийца, которая, вероятно, ускользнула от вашего внимания, но которую я крайне рекомендую вам посмотреть. Правда, есть маленькая загвоздка. Вот ты взглянул на эти прекрасные кадры, мог подумать, что это не какое-то там, пусть и старое, но крупнобюджетное полнометражное аниме, а хентайное ова. Вот и я нет, а у Суоми Умесона нас с тобой посмотрел бы и сказал бы: малолетние дебилы. В этом и заключается та самая загвоздка, о которой я говорил в начале. Это не просто красивое и захватывающее аниме, а это хентай. Да-да, не удивляйтесь. Название этого произведения, как я говорил в начале, Кайт. На русский перевели Кайт, девочка-убийца. Не спеши выключать видео и бежать фапать, или брезгливо писать в комментариях, что ожидал. Романтику и повседневность, а тут тебе сиськи-пиписьки в экран тычат. Во-первых, Кайт, в первую очередь, не про сиськи-пиписьки, а про мрачный, серьезный сюжет и крутой экшен. Во-вторых, есть и цензурная версия, без хентайных сцен. Правда, по-моему, все же лучше смотреть полную, со всеми хентай моментами. Если вам есть 18, полную версию можно будет найти у меня в телеграм-канале. А обзор на это произведение без цензуры можно будет найти у меня на бусте. Ладно, объясню, почему рекомендую посмотреть полную версию. Сюжет. Несколько лет назад родители девочки по имени Сава убили. Ее опекуном становится циничный коп Акай. Он воспитывает элитных киллеров, очищающих общество от всяких уродов, мразей, которые срать хотели на закон и мораль. И вскоре после знакомства с Акай, Сава становится его лучшим киллером. Но все же не так просто, как кажется. Если ты боишься спойлеров, то сначала посмотри Акай, а потом возвращайся к этому видео. Уверен, это будет 50 минут, о которых ты не пожалеешь. Визуал, музыка, атмосфера, экшен. Все на высоте, даже есть профессиональная озвучка на русском. Но для ленивых я вкратце расскажу сюжет и заодно отвечу на вопросы, которые могут возникнуть после просмотра этого аниме. А как ни странно, вопросы и даже претензии возникают у многих. Итак, все начинается с того, что нам показывают Саву за работой. Она под видом фанатки направляется с местной знаменитостью к нему в апартаменты. Однако в лифте по пути в квартиру на него начинает бухтеть какая-то пенсионерка. Мол, сплошной разврат, а все эти ваши тики-токи ваши для деградантов. За что старушка закономерно получает от тиктокера пинок в ебучку. А пока тот злорадствует, Сава достает волыну и начинает шмалять. Короче, пацаны, прежде чем заходить с тянкой в лифт, 10 раз подумайте. Тут даже не помогут ключи, зажаты в кулак. В общем, после успешно выполненного задания, Сава сбегает из лифта, оставляя бабульку искать вторую пару глаз наедине с уже с мертвой звездой. Спойлер, бабушка от шока тоже склеила ласты. Об этом мы узнаем, когда она знакомится с Акай, тем самым копом, который является опекуном Савы, а заодно и наводчиком на убийство. И к тому же ее ёбарем. Так сказать, совместил приятное с полезным. Вот это я понимаю, умеет жить человек. После сцен со всякими непотребствами пожилого мента нас знакомят с еще двумя персонажами. Странным сообщником Акай по имени Канаи и еще одним молодым киллером, которого зовут Обори. Обори получает сразу наводку от Канаи. Наводку сразу на 3 человек, крупных мышек, а по совместительству извращенцев-совратителей. Выполнять это задание Обори предстоит вместе с нашей убийцей Савой. И в ходе выполнения миссии Сава поражает не 2 мишени, как должна была, а целых 3, поражая Обори в самое сердечко. Под громыханием взрывов и гулом толпы парочка киллеров убегает и направляется в логово банды. Так сказать, к начальству. На пацанской сходке, отчитываясь перед начальством об успешной и проделанной работе, Обри напоминает, что хочет ливнуть из пати и жить спокойной жизнью кассира пятерочки, на что ему дают добро и отпускают домой, но напоминаю, что за ним еще 3 миссии. Забавный факт, в этой сцене нам показывают список заказчиков, и мы можем увидеть, что убийцу в начале знаменитости заказал не абы кто, а коллега этой самой знаменитости, так яро ливший слезы в выпуске новостей. Обри уходит, а Акай наблюдает за ним в окно и сообщает Саве: дезертира Обри надо бы кокнуть.
Да и никакая замена уже найдена. А пока Сава изображает рыбку, смотря на Обори, вслед школота, играющего во дворе в баскетбол, обливает его говном из лужи, на что он отвечает сильным броском в корзину с последующим подрывом этого самого мяча, а заодно поканов шкил. На следующий день Сава приходит к Обори на работу, пятерочку, после чего вдвоем затариваются чипсонами и идут чилить на какой-то заброшенный чердак. А нам показывают воспоминания Савы об убитых родителей и об непотребствах Акаи, ее новым опекуном. В разговоре выясняется, что Обори тоже находится под опекой Акаи, однако ебал ли Акаи Обори не сообщается, отдаю на размышления этого науку яущицам. Также в разговоре выясняется, что серьги, которые Сава носит не снимая, это память о ее родителях. Ведь серьги непростые, в них капля крови ее родителей, поэтому серьги очень дороги. За болтанием и поеданием помидоров Сава и Обори сближаются, и если не влюбляются в друг друга, то как минимум становятся друзьями. Наступает новый день. Разговоры разговорами, а работа не ждет. У Савы новая миссия, и в этот раз цель непростая. Местный аналог Брюса Уиллиса заказал пришить своего брата-близнеца, с которым они на пару снимают в кино. Единственное, что позволяет отличить близнецов между собой, это родинка, расположенная на разных щеках у обоих. Ох, как бы не перепутать. И после того, как Косой Кани проводит инструктаж, Сава приступает к своей миссии. И нам предстоит крутейшая боевая сцена, по которой снят клип No Doubt, и которую, к сожалению, не смогу показать целиком на ютубе, но можете посмотреть у меня на бусте. И заканчивается этот эпичный бой многоуровневым падением с небоскреба, пробиваем дух проезжих частей и падением в метро с последующим взрывом. Ебать. И казалось бы, Mission Complete, однако выясняется, что Косой Кани все перепутал и Сава убила заказчика вместо жертвы, да и сережку свою на месте потеряла. Акаи, разумеется, просто так это все не оставляет и в довольно жуткой обстановке наказывает Кани, подрезая его морду лица, о чем может догадаться, если обратить внимание на его повязку в следующих сценах. Что касается наказания для Савы, то ей Акаи, как полагается, выпущил лещей, после чего Сава в слезах убежала к Обори. Дома у Обори они пьют чай, и Сава признается ему, что ей поручили убить его. В благодарность за честность Обори сообщает Саве, что ее родители на самом деле убили Акаи и Кани. Но Сава говорит, что об этом всем уже давно знает сама. После обмена откровенностями Обори уходит на очередное задание, якобы одно из 3 последних, но Акаи и Кани планируют, что это будет последнее его задание. И вместо обещанного киллового чиновника подсовывают ему какого-то то ли киллера, то ли копа. И завязывается очередная мощная экшн-сцена, в которой Обори ранят. И Сава спасает Обори от смерти. После чего в вагоне, в котором был файт, происходит бабах. Далее нам показывают здание, в котором живет Акаи, и грустно сидящую у его входа Тянку, мяч который Обори подорвал. Этот момент нужно запомнить. Перед нами Акаи, веселый, довольный, считающий, что Обори уже убит. Но хер там, Обори жив, и он пришел мстить. И завязывается очередной файт, в результате которой Обори попускают. А Сава, снова спасающий его, заламывают для очередного хентай-сцены, происходящей на глазах у Обори. После чего Акаи приказывает Кани убить пацана на том самом месте, где когда-то Сава сделал свой первый килл. Также в разговоре после соития выясняется, что это все унизительное представление было заранее спланированным многоходовочкой Акаи, в том числе накуканием Савы на глазах у Обори. А все потому, что Акаи безумно доставляет чужие мучения, практически так же, как и для своих подопечных. После этого разговора Сава сваливается, сославшись на то, что завтра ей еще в шарагу идти. И казалось бы, бедный Обори, предан всеми, убит лишь за то, что желал спокойной жизни. Но сюрприз! Вместо трупа Обори Акаи обнаруживает Кани с простреленной башкой. Решив, что Обори не мог далеко сбежать, будучи раненым, Акаи спускается в канализацию, чтобы найти и добить Обори. Только там его ждет еще один сюрприз. Сава, оказывается, свалил вовсе не для того, чтобы делать домашку, а для того, чтобы опять спасти Обори и застрелить Кани. После долгого разговора Сава отстреливает Акаи руку со словами «Это тебе за папу и маму». После чего отстреливает Акаи «Хуй!» со словами «А это за меня». Переиграла и уничтожила. С Акаи покончено и выкидывает серьезку. Сава прощается со своим тяжелым прошлым. Вслед за Савой Обори тоже прощается с прошлым, выкидывая свои бомбочки в воду.
и наступает пора нормальной жизни. Обори затаривается продуктами и кормом для своих кошек и спокойно, не спеша, идет домой. Но счастью не суждено продлиться долго. На подходе к дому Обори из-под тишка подстреливает та самая девочка, мяч которой он подстрелил. Последние кадры. Сава в счастливом неведении чилит на чердаке с кошками и ждет домой Обори. И на фоне мы слышим, как кто-то, кряхтя медленно, открывает дверь. Оп! Открытый финал. Теперь я могу ответить на вопросы и претензии, которые могли возникнуть после всего увиденного. В различных обсуждениях я видел много комментариев, типа зачем тут хентайные сцены, они тут вообще лишние, можно было бы обойтись без них. Нет, без них тут никак не обойтись, и причин к тому несколько. Первая причина – раскрытие персонажей. В хентайных сценах Кайт не просто поебушки ради поебушек. Именно по ним с самого начала без лишних обсуждений можно понять характер Акаи и то, какого рода отношения связывают их с Савой. Да и по той сцене с Кани даже можно понять, что и он, и Акаи далеко не персонажи с серой моралью, а самые настоящие мразоты. Просто зарабатывают на том, что им заказывают зачастую не менее мразот. А про унизительную и неприятную сцену в финале, где Обори заставили смотреть на то, как накуканивают Саву, я вообще молчу. Это в полной мере раскрывает и персонажи, и их взаимодействие, и расположение сил на момент случившегося. Вторая причина – целостность повествования. В флешбэках Савы мы можем наблюдать то, как Акаи начинает возвращать ее, как только взял ее под свою опеку. Это именно воспоминания неприятные и болезненные для героини, вонзившись в память и триггерится одним простым вопросом от Обори, о том, что же все же связывает ее с Акаи, вопрос, на который она так и не ответила честно, сказав лишь об опеке. Иным образом, эти все мерзкие вещи изобразить просто нельзя. К тому же, из-за сжатого хронометража тут практически нет лишних и пустых сцен. Почему Сава ждала так долго, если знала, кто убийца ее родителей? Все просто, хоть и не очевидно. Дело в том, что у нее просто не было других вариантов. Во-первых, она просто бы не справилась бы с этой ситуацией. Напомню, Акаи ее опекун и полицейский, причем далеко не последний в городе. Поэтому так просто месть не сошла бы с рук. К тому же, напомню, Акаи был еще и Канья. Их двое, а она одна. Люби она одного из них, второй неприметно предпринял бы ответные меры. А до знакомства с Обори помощнику Савы попусту не было. Во-вторых, имеет психологический аспект на Саву. С очень юного возраста годы наказывают как и психологического, так и физического давления со стороны Акаи, которому, по всей видимости, было довольно трудно противостоять. Особенно в том самом сломанном состоянии, в котором находилась Сава после гибели ее родителей. И лишь появление Обори в жизни Савы помогло найти в себе силы справиться со всеми этим кошмаром, в который она попала. За весь фильм положительные эмоции у Савы, а тем более улыбка или смех, возникли лишь с Обори. Остальное время она была неразговорчивой, подавленной и безэмоциональной, и просто уходила в себя. Почему Саву подставили? Сложно сказать наверняка. Но судя по реакции Акаи на случившееся, но при этом не его убийство или разорвание сотрудничества. Это было глупой оплошностью, ошибкой, но никак не целенаправленной подставой. Так, кроме лещей, для Савы никаких других последствий эта ситуация не повлекла. Зачем Акаи убивает Обори? Тут максимально очевидно. Акаи не нужен был столь осведомленный и живой свидетель его грязных дел. И раз уж Обори выходит из игры, то он попусту теряет свою полезность для Акаи. И для его бизнеса становится лишь большой ходячей проблемой. Откуда взялась девочка в конце? Как отмечал ранее, тут практически нет лишних и пустых сцен. И тема с этой тянкой проходит сквозь все аниме. Не просто так Акаи сказал, что уже и нашел замену для Обори. И не просто так она грустно сидела в входе дома у Акаи. Грязный коп начал взращивать нового киллера, а возможно такую же игрушку, как и была для него Сава. Что касается конкретного финала картины, то вместо банального хэппи-энда или откровенно чернухи, мы довольно грустную и неожиданную открытую концовку, что довольно-таки хорошо вписывается в это аниме. А если ты с чем-то не согласен или у тебя остались какие-то вопросы к сюжету, то пиши в комментариях под этим видео, и мы обязательно подискутируем. И не забудь про лайк и подписку, также все важные ссылки в описании. Bye-bye!